идет. Какой у нас пирог? Ну ладно. Всем привет, вы на канале Хайток. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы задали нам в нашем ВК-паблике. Первый вопрос. Вы родились в Корее или переехали? Мы все родились в Узбекистане, но когда Насте было 3, она переехала в Россию, а мы с Валерой продолжали жить в Узбекистане. Перебежчица. В отличие от ребят, у меня российское гражданство, так как мы с семьей переехали в Россию, когда мне было около 2 лет. И в Корею я переехала около 6 месяцев назад. А сюда мы переехали недавно, соответственно. Года 3-4. Второй вопрос, как вы подружились? Ну, это было без шансов там. Наши родители лучшие друзья с университета, и они Мы заставляли нас родились в общаться один год, да. с детства, да. И такие друзья. А с Настей мы познакомились в Твиттере в 2014 году. Да. А потом в 2015 году я приехала в Ташкент к своей бабушке, к своей семье. Пришлось встретиться с ней. Она Да. приехала ради меня. Неправда. А потом мне бабушка рассказала, что, оказывается, ее двоюродная бабушка — это ее лучшая, ну не лучшая, очень близкая подруга. С детства. Да, и мы в детстве даже виделись. Третий вопрос. Знаете ли вы корейский язык? Ну, мы с Валерой, можно сказать, что да. Я корейский не знаю, потому что я никогда не учила корейский до своего приезда, и я здесь закончила 1 семестр в языковом центре, потом сразу поступила в университет. Я Настя, могу да. улыбаться доставщикам еды, и мне этого хватает. Да, я говорю, они вас рады. Почему мы переехали в Корею? Была ошибка. Зов предков. Ну, особой причины нету, просто мы корейцы приехали в Корею. Особой причины действительно не было, просто лично я чувствую себя здесь как-то комфортно. Типа морально я себя чувствую здесь больше своей, чем у себя на родине иногда, когда корейцы не догадываются о том, что я всю жизнь жила за границей и родилась там. Ну, я приехал сюда получать образование, я здесь поступил в старшую школу, недавно поступил в университет, и в дальнейшем я хочу здесь жить. У меня вообще не стоял вопрос о переезде в Корею до конца 11 класса. Вообще мои родители планировали, что я буду учиться в Москве, но я решила переехать в Корею из-за корейского образования, из-за дней Жени. И одни из причин, почему я выбрала именно Корею, так в 2013 я была здесь, мне она очень понравилась как просто страна для проживания. Безопасность, образование, относительно недорогая стоимость образования, почему я вообще не имела возможности сюда переехать. Бывали ли моменты, когда вы хотели бросить все и уехать обратно? Когда очень холодно зимой. Every day. Каждый раз, когда ты думаешь о том, что нужно идти в университет. Каждый раз, когда у тебя заканчиваются деньги, ты сидишь бомжара. И каждый раз, когда я вижу их лица. Но, в принципе, мы никогда не хотели переехать отсюда просто из-за Южной Кореи. Да, есть какие-то другие факторы, которые влияют на это. Херовые люди. Да, люди, экология, есть мозги. Что ты бьешь меня? Что бьешь меня? А как быстро вы привыкли к климату корейскому? Когда Ну, я застала только осень и зиму. Могу сказать, что зима здесь намного холоднее, чем российская. Потому что здесь большая влажность и ужасные ветра. Поэтому температура ощущается намного сильнее, чем у нас. Здесь ходят стереотипы, что русская зима это, конечно, но это все в зависимости от территориально, но корейская зима намного холоднее для меня, чисто. Для меня зима холоднее тоже здесь, потому что, во-первых, тут нет снега, а когда есть снег, теплее. И ветер, когда дует тебе в лицо, такое ощущение, будто маленькие иголочки тебе впиваются в кожу просто. А лето здесь очень знойное и душное, потому что нас окружает океан, полуостров Корея. И даже если ты стоишь, ничего не делаешь, с тебя капает пот. Ну, еще здесь очень большие проблемы с воздухом. Недавно в Корее вышла поправка закона насчет Мисэмонди, загрязнения воздуха.
что теперь это считается как катастрофа экологическая, и на него будет больше денег вкладываться на решение этой проблемы. Желтая пыль, Желтая пыль. которая в основном идет с Китая. Ну, все так думают. Как быстро вы привыкли к темпу жизни в Корее? Ну, вначале было немного непривычно, потому что, сравнивая тот город, где жила я, Ташкент и Сеул, тут очень другой темп жизни, вообще ритм, в котором люди идут на работу, ездят на учебу и вообще делают все, как тут проходят встречи с людьми, потому что в Ташкенте все очень происходит медленно, и ты в день можешь успеть сделать абсолютно все свои дела, потому что город очень маленький, и ты можешь смотаться сюда и туда, и можно даже успеть съездить в горы. Но в Сеуле ты можешь, допустим, встретиться со своими друзьями только один раз в 2 или 3 месяца, потому что у вас разные расписания, у каждого свои дела, и все нужно успеть сделать, учеба, работа. Да, поэтому здесь, конечно, совершенно другой темп жизни. У меня чисто субъективно поменялся темп жизни из-за того, что в России я училась в школе, у меня был амебный образ жизни, то есть я так ходила в школу, приходила домой, ничего не делала. А здесь приходится... Что-то делать каждый день. В Ташкенте то же самое. В Ташкенте у многих людей амебный образ жизни. Ну, как мне кажется, по сравнению с корейцами. Потому что то, как живут корейцы, это, конечно, что-то невероятное. Они могут спать по 3 часа в день. Они учатся днями и ночами, сидя в кафе перед экзаменами, поэтому это никак не сравнить с тем, конечно, как у нас там в Ташкенте мы учимся. Думаю, на этом пока все. Если вас интересует еще что-то о нас, то пишите ваши вопросы в комментарии, мы на них ответим в следующем видео. Подписывайтесь на наш канал в YouTube, ставьте лайки. Также у нас есть инстаграмы и паблик ВК. Всем пока. Что, тоже так? Всем привет, мы на канале Хайток, и сегодня у нас... Всем привет! Вот так еще дошли. Всем привет! В отличие от ребят, у меня гражданская, хотела Россия сказать, сука. У меня гражданская Россия. Я переехала в Корею, потому что я приехала учиться. Просто мы корейцы приехали в Корею. Да. Че, все, пока? А.